Привет! Начало карантина мы с друзьями и с моим парнем Паша решили поехать по области и посмотреть дачи. Мой парень, он большой фанат дачи, а я как американка, мне тоже нравится жить за город, хотя в США у нас нет таких дачек, как в России. Короче, мы нашли на Авито 5 или 6 разных вариантов и собрались один день и просто поехали их посмотреть. Черная кошка, что делать? Не домой ты меня! Ну да, ну и веселки. Все, дальше Как из сказок, где бедно живет. Приветики! Поедем посмотреть дачу. Первое у нас по плану это Где? СНТ Ква. Нет, это мы здесь. Это мы здесь. Я уже скачал в Яндекс Хорошо, их и не попозже. знаю, как им пользоваться. Ого. Да, прикинь, Ой, кису. жопа лохматая. Черная кошка, что делать? Фу. Снимаю. Понимаешь? Снимаю. Куда мы идем? Ну, мы нашли что-то странное. Что он делает? А? Не домой ты меня! Да, вот это первый из вариантов. Гром камень, опять же. А здесь сейчас кто-то живет или нет? Нет. Вот это, да? Точно. Это не чья-то, мы как. Мне кажется, просто проблема, что здесь соседи просто. А здесь что, баня маленькая может быть? Ой, это прям непонятно. Ну, какие-то сооружения. Не знаю, что как бы. Не такое. Здесь был, видимо, Ага. Дорога слишком тяжелая, чтобы сюда легко приехать, мне кажется. Ну да. Интернет плохой. И Интернет нету плохой. железной дороги. Ага. Получается, И соседи прям вот так соседи. Ага. Ну, вот на карте написано, что озеро рядом, и это хорошо. Можем сходить прямо здесь. Ага. Давай тоже наружу тоже пройти. Точно никто там не живет сейчас? О, вот там душ. Да. Видно. Хорошо. Называется Милана. Артем. Типа имя. Милана и Артем. Вот еще соседка. Понятненько. Вот это двухэтажный. Наверное, да? Там. Мгм. Ну, слишком близко к соседам, мне кажется. Вот это, конечно. То, что лес, Так что нет. купил лес за домом. Следующую точку. Тут должно быть озеро. Павильон Даша. Наверное, озеро где-то там. И павильон Даша. Какая? Вот это цемент. Вообще. Это да. Вот это первый вариант не очень. Там от дождя намок пролетел. Но вот это красиво. Первый вариант. Самое главное для нас это озеро рядом или где-то купаться. И на первом варианте не было озера рядом. Граница участка была очень непонятна. Но это как будто два дома, участки. И, короче, это не было понятно. И там был единственный плюс, это там был павильон Даши.
проведете немного экскурсии, да? Да, пойдемте. Вот у нас заборчик такой невидимый. Invisible. Видите, ну, лесочек. Костер. Кольцо. Тоже вот где вот металлические колышки тоже, вот это тоже контур А получается. сколько получается здесь соток? 10. А там соседи? Или это... Вообще нет соседей. Здесь это все лесозона. Здесь никто не имеет права больше строиться. Даже навороченные ребята через дорогу попытались сделать себе участок, выкорчевать уже лес вырубили, вы начали выкорчевывать, их так штрафанули, прогнали, что здесь больше, здесь по суду раньше давно-давно вот прежние хозяева лет 20 назад себе участок сделали, вот, и так он стабильно вот прямо выделенный, и все, больше рядышком никто не имеет права построиться. А это большое дело стоит, когда нет соседей рядышком, там, через забор никто не ходит, вот, ближайшие соседи только по дороге ходят. Вот. Публика здесь приличная вокруг. Понятно. Не озаботивались забором. А лоси бывают? Да, лоси бывает. Они всегда ждут, когда мы приехали, мы этого не вывели. Их прям много лосинов. А, да, там горки такие, да, я видела, как ты встречала. А вообще, кто здесь вот жил, у них здесь все были и яблони, и клубника, и даже некоторые грядки даже остались еще такие. Даже не думали, стоит нам снова подключать электричество, потому что приезжали сюда только в белую ночь. Здесь, короче, с электричеством такая ситуация, что мы хотели от существующей подстанции запитаться. Вот, но они нам продавали 7 киловатт там, за 300 тысяч. Но так как я непосредственно большой электрикой занимаюсь, я организовал, чтобы 15 киловатт отдельно вот здесь вот за забором было. То есть уже, ну, я не знаю сколько там, по договору до конца ноября, получается, они обязаны уже столб здесь стоять. Но они выполняют, как правило, свои обязательства, энерго. То есть у меня договор в процессе, то есть уже полгода прошло, все проплачено. 15 киловатт здесь 100% будет. Соответственно, это все обошлось там в 47 тысяч всего лишь, а не 7 киловатт за 300 тысяч. А 15 Странно, а что они так мощно продавали, да? Ну, дорого продавали все, ладно, 300. Ну, тут это люди богатые, они хотели окупить себе установку, которую поставили. Поэтому ну, ладно, я сам сделаю, по закону можно спокойно это. Ну, это по запросу, да, Ленэнерго, да? Да, да, так это спокойно делается. Ну, понятно, вот, как бы вот забор есть, тут банька. Банька функционирующая. Как раз когда будет электричество, когда мы хотим это все делать. Я воду проведу, ну я сам профессионально строительством занимаюсь. И воду. Я случайно все это время снимала А, да? в Хармане. Ой, да, не очень чисто пока. Ой, здесь баня есть. Ой, прям огромная баня. А для нас двоих? Может зайти. Ага. Здесь будем так мыться. Вот там даже свет есть, там печка. Ну да, хорошая. Она немножко выше, она типа она низкая. Ну да, Я но знаю. мы высокие. Здесь вот в маленькой комнате и на кухне я еще полы не менял. Угу. Вот. Там вот здесь полы новые, здесь утепленные полы. Допустим, что-то будет желание именно прям приобретать, я могу просто... Да, пожалуйста, залазьте, смотрите, возьмите. Вот. Могу по желанию сделать любые ремонтные работы. Понятно. Здесь там очень красиво. Залазьте. Как там ледок, оттуда. У нас тут много друзей приезжает, мы наверх тоже их селим. Да, красивый вид очень. Можно там обшивочку поменять, то есть полы, вот все, что нужно, нам покрасить. Кстати, еще много. 90 это прям много. Тебе кажется, там птички живет. Почему мне нравится? Да. Ну, это просто как
порядок вести. И вот мы как едем смотреть на дачу. Привези вас, может, куда? Да. Перекусить. Нет, тоже крытая дача. А, ну все, дальше, мы поедем. Вот эта дача нет соседа. Вообще. Ну это очень дорогая. Так, в втором варианте там это был очень дорогой дом, и там было тоже почти ничего. Ну, мы много узнали, как подключать электричество в Россию, но потом я загуглила, и кажется, что это так же, как в США. И столько киловаттов, чтобы жить в США, это примерно 15, и как же в России. А соседи здесь круглый год живут? Да, Дима круглый год живет, он строится. Алексей тоже вот там вообще стоит, он тоже круглый год. А это гигантская. А это... Какая штука? Вот. Там Это- хозяин автосалонов Ауди строился. Его не достроил. Не достроился? Вот продает 89 миллионов. Похоже на элеватор. Ну, вот это сразу. Вот виноградарь растет тут. Ничего себе. Это как из сказок, где ведьма живет. Надо все сжечь. А что она сказала про этого? Это хозяин автосалонов сети Audi. Начал строить свой дом. Сейчас продает за 9 с чем-то миллионов. Не хочу. Блин, а тут приятно. Ага. Мне нравится очень участок. И ну в целом тут как-то более приятно, чем там. Ну, так, мне кажется, можно сделать очень уютно и такое, знаешь, ранчо. А зачем просто столько зданий маленьких? Это же я не понимаю. Там 4-5? Принято столько делать этих штук. А что по каждому, если тебе типа надоело, надо быть перед людьми, можно как вот так сидит, когда грустно, вот так сидит, когда весело. Ага. 12,8. Ого! Такое бывает? Да, да. Ну отсюда у нас был один год, бык такой. Мы как ненормальные, хотели сюда не рыбалки. Мы приезжали в город в пятницу, в субботу в 5 часов утра вскакивали и на рыбалку, на озеро. И потом ездили, дохода уже под конец веслом пробивали лед и все равно выходили. Мощно. То есть нам, хозяин этого участка, не запрещает проход к озеру. Вот этого? Да. А там нет, у него там тоже строение, там у него живность есть. А, то есть он тут был? Нет, у него приезжает, много детей, салонная проблема, сейчас вот у него на Волжском салона было, на Петроградке. Да, знаем такой. Развернулся, как будто тоже салон, в форме салона построили. Ну, его просто, вот если честно, ввели на деньги. Вот и все. Странная какая конструкция вышла. Вот это бассейн. А, Да, не бассейн. Вот у нас мы ее только 3 года назад отсюда это забрали. то есть она прям парковалась. Да, на берег вытаскивали, думаю, зимовала у нас. Бассейн тоже мощный. Это бассейн?
все будет. Зачем бассейн, если там озеро? Да. В доме, в общем-то, можно уже жить сейчас, и в бане можно мыться. Ну, я говорю, хотели складываться дальше, ну, что-то не пошло. Ну, папа умер, в январе месяце сейчас. Вдруг опустились. Ну, уже жалко стало. Просто. На приморке там дети выросли, ходят. На 37 километров бросают. Ох, какая-то красотища. Ага. Мы влюбившие были вот сюда, в бухточку. Вот наша бухта, где мы оставались. Вот тут. Вот сюда ее на зиму вытаскивали на бережок. И она зимовала. Да. То, что красотища. О! Здесь белые вот растут, лисички. Приходишь с рыбалки, пока до дома идем, еще и грибов наберем пожарить. Какая красота. Да. Вот здесь вот, там причальчик есть. Ну, мы вот здесь вот лодку. И рыбное место, да? Да. Я говорю, мы иногда по 6 с одной стороны хорошо. Конечно. Потом вот зима, вот, я говорю, Камера с обождения. Алексей. Вот было плохо, когда они уезжали. А так сейчас Дима, он сказал, полностью постоянно живет. Ну вы, если ребята у нас решатся, то вы познакомите же? Конечно. С соседами. Алексей, он тоже всю зиму здесь. Это грибочек огромный, да? Вот. Ой, да. Это не огромный. Там есть- Вот там вот причальчики есть. Вдоль берега можно пройти. Ну там тоже дома продаются, но от 10 миллионов. Зачем он такой огромный? Иду. А, А здесь сидеть хорошая собака. вообще. Здесь печка. Да. Их 3 печки. Здесь с камином. Также в коридоре. Фото видел, да. Ну, здесь, конечно, если вот так по-хорошему, стеклопакеты, ну, можно временно пожить. Ну, я говорю, здесь зимой, когда приезжали, мы Да, мы растопили их. без проблем. Дом каркасный, да? Дома Брус. брусовой. Здесь можно... Это, конечно, Здесь вот единственное, с печки сняли настил. А, Но это не проблема, будете покупать, настил привезем. Печка так. Нет, мы просто купим и все. Это стандарт. Ага. Чеки занимаются. Нет, это все сделано недавно. Все качественно. Вот здесь вот привезли, что мы успели. Ну, кто-то раковину снял. Маша, а как она? А. То есть ей не пользовались, ничего. А сняли, говорите, то, что залез кто-то, да? Ну, кто-то да. А, Так же, как вот и колосник сняли. Ну, эту как привезли, так поставили. ага. Вода такое радио классное. Обалдеть. Это ваше радио или тоже оставалось? Это оставалось. Ну, эта вся система работала. Я последний раз пытался здесь
делать. А здесь? Ну тут получается 4 комнаты. Ага. Это прям огромный дом. Да, там правда. Ага. Ну, Можно вроде спать как по тоже. документам он 90 метров 15. написал. Сколько? 90 метров вроде как написал. Ага. Ну это вроде как по документам. Я первоначально считал, что здесь метров по 120. Да, это просто... Третий вариант. Очень красивый дом. Там летний дом, баня, погреб, сарай, колодец. Но самый большой минус — это что рядом есть огромный дом, где очень богатый человек решил устроить что-то. Там сейчас этот дом висит на Авито за 89 миллионов уже несколько лет, и дом полностью внутри гнило. Это просто огромный дом, который недостроен и разрушенный. И это дача, вот это огромный дом и озеро. Поэтому этот вариант не самый отличный. Хотя мы это купили. Посейдон сейчас уйдет. Крутяк? Красиво выглядит. Очень. Вот, снимается. Нам очень понравилось третий вариант дача. Ну, не знаю, если надо купить, если нам понравилось. Может, мы еще посмотрим? Может, еще посмотрим. Хотя, когда мы переехали в нашу квартиру, мы смотрели только две. Мы смотрели одну, потом вторую и переехали. Так что, может быть, не надо смотреть еще дальше. Может быть, это не наша фишка. Ну да. У меня так, кстати, у родителей было всегда. Они квартиры выбирали, когда всегда вот от комнаты до квартиры. Им сразу нравилось, да. Ну, это просто очень хорошая Они дача. нет, они так, они смотрели первый, им очень нравилось, или второй. Потом смотрели 30, и все равно... И возвращались ко второму. Да. Да, вот это прям, это двухэтажный дом, там сколько комнат? 7, 8, там баня. Не 7-8, тут тоже. Нам надо переделывать, конечно. 6 или 7. Ну, не сильно. Ну, 5. Какая разница, там труп, который давно стоит. Это как бы, Нет, 4 комнаты только ну, на типа- первом этаже, а наверх еще 3, это 7. типа, даже если все оттуда выкинуть, у тебя дорогой, классный, как бы, корпус дома. Теплый и дорогая новая печка. 3 штуки. 3 печки, да. Да, И там остальное- 3 печки. 3 печки. Стеклопакеты, фанера и вагонка. Ну, что там, как бы, делать в одной... А там в целом как интерьеры внутри? Все чисто, Ну, это просто... вагонкой просто как бы дерево. все равно Дерево, нужно, дерево, да, дерево. что-то закрывать. Да, можем покрасить или нет. Можно покрасить. Нам надо электрику делать, проводку разводить заново. Всю. Это 100%. Почему? Там просто А она мусор, сорвана. как-то сопли, все сорвано. Да. Там, видимо, когда грабили, Но ее можно делать внешнюю, и это не так сложно. Отец электрик. Он нам все сделает. ну, круто. Едем дальше смотреть. Да? Да. Go. Вон туда. Вот туда едем. Вот это вот Белый остров, а вот здесь Приморск. Скрытую проводку нельзя делать. А там Финляндия. Нельзя. Такой красивый пляж. Вот такие симпатичные дамы. Что? What? What? Вот. Говорю, симпатичные дамы. Одна только симпатичная. Симпатичные дамы. Каждому. Он меня страшный назвал. Да блин! Мотиво. Не так было. Вот так вот. Для Моли нашли йо-йо. Она говорит, что она чемпион по йо-йо. Зажигалка пустая. Я не чемпион, я просто много есть играл в зажигалка детстве. Но я не смогу с ним погулять сейчас.
Это единственная моя, которую я взял. Давай. И она херовая. Плохая. Ага, смотри. О, смотри, мотоциклисты. А кто круче сейчас? Я с Йо-Йо или на улице? Конечно, я. Конечно, ты. У тебя слишком крутой красный йо-йо. Или мы уже поедем, или посмотрим еще. Ну, есть еще чуть-чуть времени. Ну, давай после этого мы считаем. Давай посмотрим какую-то перспективную еще одну поедем. Вот это 4-й вариант, но это чисто для земля, потому что, как вы видите, он сгоревший. Чуть-чуть. Сказала, что чуть-чуть. Да, чуть-чуть сгоревший. Это тоже достаточно далеко от всего. Это Приморский район, рядом с Финским заливом. Да, вот. Горячий. Вот это, да? Да. Ну, понадобится много ремонт делать. Чуть-чуть. Чуть-чуть сгоревший. Слушай, ну если рассматривать как участок, мне кажется, тут особенность, тут вообще нету деревьев. От одной дерева на участке. Ага. Один Ну, дома, вот и всё одно. я осторожно иду. Но мне кажется, просто там видно вода. Да, это... И это очень круто. Это озеро или это что? Нет, это залив. Это залив уже, вот. А расскажи, что случилось? Мы попытались ходить и... Мы пошли вдоль участка, и нас предупредили, что очень много змей здесь. Так что мы здесь ждем. Не будем никуда ходить. Но, возможно, сегодня холодно, и их нет. Я не хочу рисковать. Не будем рисковать. Четвертая дача, не можем это назвать дачу, потому что это просто участок на озере и достаточно страшный сгоревший дом и много змей. Там тоже соседка к нам подошла и сказала, что нельзя ходить тут. Здесь много змей. И здесь очень сильный ветер. И здесь супер плохая погода. Так что с такими соседками, мне кажется, не стоит там покупать. Я очень люблю нашу дачу, на самом деле. Надеюсь, что она достанется нашим внукам и зарастет большими соснами, как там, чтобы у них были такие. Но это еще не скоро. 100 лет 50. Наша дача зарастет. Я помогу? Не поможешь, вот. Это дачный вариант, потому что это дача наших друзей. Это факт. Это факт. Это дача. Это дача. Это последняя дача. Так что, конец. Это что, наверное, вы догадались, что мы купили 3-й вариант. Мы даже не думали, что мы будем что-то купить, но мы влюбились, несмотря на дом олигарха, который рядом, и мы просто купили. Озеро рядом, соседи нормально, хотя иногда влезут, и надо видеонаблюдение, но мне кажется, в любой дом, уже в России, надо так делать. И сейчас мы сделаем достаточно огромный большой ремонт, и в еще видео мы покажем, как мы все сделаем. Если вам понравилось видео, пожалуйста, ставь лайк и subscribe. И если у вас идея для других видео, пожалуйста, напишите в комментариях. Я желаю вам хорошего недели и счастья. Водичка, вода.
Зачем я это сделал? Опять. Я не вижу, куда выезжать. А вон туда, да? Да. Надо не тормозить. Вот Тормозят здесь только прям трусы. кто-то копал. Супер. Очень весело. Очень весело. Да.